Всем привет, друзья! Сегодня у меня для вас очередная полезная информация. Сегодня я покажу вам способ, с помощью которого можно будет вернуть белоснежный вид либо белым носочкам, либо другим белым вещам. Сейчас, конечно, лето, и, конечно же, носочки пачкаются гораздо быстрее, особенно если они белые. То есть тут я специально подкопил грязь, тут, я думаю, видно, что какая тут на носках грязь. У меня тут две пары, не стал их заранее стирать, специально подкопил, чтобы показать вам способ, как это все можно будет удалить. Это будет способ замачивания перед стиркой. То есть я вас уверяю, если сразу положить, особенно белые такие вот носки, либо другие вещи грязные в стиральную машинку и постирать, то они на 100% не отстираются. Поэтому я сегодня покажу способ перед стиркой, как их можно замочить, чтобы 100% их потом они стали, то есть вернуть им белоснежный вид, полностью, чтобы отбелились, стали снова как новенькими. Итак, все, что нам понадобится, это таз. И добавляю в этот таз литр горячей воды. И теперь в эту воду добавляю одну таблетку для посудомоечной машины. То есть на 1 литр берем одну таблетку. Соответственно, если у вас 2 литра воды, нужно будет 2 таблетки посудомоечной машины. То есть я уже как бы для себя вывел формулу, что на 1 литр, если берешь именно одну таблетку, то раствор получается действительно достаточно мощный, и все хорошо отмывается и очищается. Кладу таблетку и начинаю ее полностью растворять. Итак, хорошо растворил я таблетку. Теперь добавляю, я думаю, все знают, отбеливатель ушастый нянь. Добавляю немного этого отбеливателя. То есть добавляю примерно на глаз. То есть неопределенное количество. В принципе, количество вообще как бы зависит от жесткости воды. Но в любом случае таблетка, она как бы смягчит достаточно хорошо воду. И то есть, естественно, потом размягчит и грязь на одежде. Поэтому я добавлю немного на глаз. Все хорошенько перемешал. И теперь кладу носки в раствор. Полностью их погружаю. И теперь нужно будет оставить в этом растворе, то есть минимальное количество, насколько нужно оставить, это 2 часа. Но это опять же зависит от загрязнения. То есть если у вас прям грязные вещи, тогда вообще лучше оставить на ночь. То есть все хорошенько погрузил в раствор. И теперь оставляю как минимум на 2 часа, так как у меня тут загрязнение не слишком такое серьезное. Итак, прошло у меня уже даже больше, чем 2 часа. Я уже вижу, конечно, раствор хорошо прям работает. То есть уже большая часть грязи даже с носков сошла. То есть я не знаю, так я, конечно, не покажу, но я уже вижу, что так, не прям они чистейшие уже стали, но уже прям так основная такая грязь, то есть раствор размягчил и уже она подсошла. То есть сейчас я все это солью и после закину в стиральную машинку. Постираю их, высушу и уже будем смотреть на результат. Итак, постирались у меня носки, высохли, и теперь будем оценивать результат. То есть, как видите, по сравнению, конечно, с тем, что было, носочки у меня все абсолютно стали беленькие, чистенькие, то есть выбелились, отстирались прям хорошо. То есть все прям абсолютно без всякого, то есть, как по моему мнению, без каких-либо таких усилий, все отстиралось просто шикарно. То есть способ работает отлично. Сначала, конечно, срабатывает таблетка. Она отлично размягчает все загрязнения. Прямо как бы выталкивает из ткани всю грязь. А после уже отлично сработал отбеливатель. Поэтому я, конечно же, буду искренне рад, если этот способ, совет окажется для вас полезным. То есть по результату, по эффекту способ в принципе такой же, так как если бы я, допустим, сначала их долго застирывал, потом замачивал, потом снова стирал. Результат в принципе был бы одинаковый, но тут, мне кажется, конечно, гораздо проще. Просто замочил с таблеткой, с этим отбеливателем, продержал определенное время, не менее 2 часов, постирал в стиральной машине, и результат шикарный. Так что берите смело способ на заметку. Сегодня у меня такой вот вариант, не особо чистые носки. То есть тут видно, я думаю, камера передает тут грязные вот в этих местах видно. Ходил недавно, то есть грязные носки.
Буду их сегодня пробовать отстирать и отбелить. Буду это делать, пробовать с помощью вот такого вот мыла. Купил себе на тест. Вроде бы как бы хозяйственное мыло, называется Сарма. То есть против пятен. Также вот написано, удаляет труднодоступные и застарелые пятна, трудновыводимые. Буду пробовать им все очищать. Итак, налил в таз воды. Такая она здесь такая, не горячая, но теплая вода. И сейчас буду застирывать носки. Также, конечно, можно эту всю процедуру сделать и в ванной. Но я делаю это в тазу, так как мне удобнее, и для съемок это делать удобнее. Итак, беру носки, опускаю в воду. И беру это мыло. И сразу буквально начинаю намыливать хорошенько. То есть не просто мыльную воду делать с помощью этого хозяйственного мыла, а вот именно прям хорошенько их, чтобы они прям промылились. И все, хорошенько я их промылил, все, теперь много пены. И теперь оставляю их для взаимодействия, для того, чтобы начало работать мыло. Где-то оставлю их на минут 30. А в инструкции вообще к мылу было сказано, что просто наносим на одежду, либо на пятно, оставляем на минут 15 и после все промываем. Но я оставлю для надежности еще на 15 минут больше, то есть оставлю в этом растворе на 30 минут. Итак, прошло у меня время, теперь можно, в принципе, предварительно посмотреть на результат. Я уже вижу, конечно, что тут камера, не знаю, передает, нет. Но тут уже грязь подсошла. То есть еще вот так вот их, в принципе, немножко поделаю, чтобы окончательно подсошла грязь. Также немножко так достирать. Также, естественно, я буду их простирывать в стиральной машине. После того, как простираю, уже будем смотреть окончательный результат. Итак, достирал я носки, то есть постирал уже их в машине. И вот смотрите, какой по итогу получился результат. В итоге какой результат. То есть носки стали полностью белоснежные. Я надеюсь, камера передает этот момент. То есть тут были везде вот грязь, тут и от палец везде. То есть на стопе в основном и была такая основная грязь. Теперь они прям все чистенькие. То есть это мыло хорошо прям справилось, мне понравилось. Можете брать, конечно, смело на заметку. Если, конечно, кто-то скажет, что можно было добавить ту же белизну сразу без замачивания, как я же как бы замачивал и потом стирал в стиральной машинке. А если кто-то скажет, что можно было просто без замачивания взять, допустим, белизну и пятновыводитель, добавить в стиральную машину и все постирать, и результат был бы точно такой же, то я уверяю вас, что такого прям результата бы не было. То есть, что пятна бы остались, и так бы оно не отбелилось, как если, когда замачиваешь перед тем, как стирать. Поэтому надеюсь, что этот способ оказался для вас полезным, возьмете на заметку. И всем пока!